Только что в ресторане я поймал бэдбаг, это такой, скажем, такой клещ, постельный клещ, что ли. Нажав на него, там прям было видно, что он прям напитался кровью. Он просто полз по столу. Соответственно, у меня теперь подозрение, что у нас в номере тоже есть они, а это большая беда, потому что если вы привезете такое существо домой, потому что они иногда залазят, короче, в сумки, в одежды, вы привозите домой, и все, и вы от них не избавитесь, потом они будут у вас кругом. Они прячутся в матрасах, поэтому надо, блин, сейчас нам все матрасы эти поднять. Если я найду хоть одного, либо какашки от них, то ну его нафиг, мы отсюда просто двигаем. Так, мы выезжаем, у нас осталось буквально 30 минут. Мы пробыли здесь 2 дня. Должны были пробыть 3 дня, но что-то дети не хотят уже купаться, поэтому мы переедем сейчас в другое место. Мы взяли Deluxe, хотя были премьер Deluxe, чуть-чуть подороже, где-то почти на 2000 песо. Но так как здесь и так 2 большие кровати и большее время вы все равно будете проводить купаясь, здесь есть 3 бассейна. Правда, есть один бассейн, который очень глубокий, поэтому детям желательно не купаться без надзора родителей. Пляж такой средненький, я бы не сказал, что там прям вы будете купаться, потому что там кругом водоросли, песок тоже есть местами. Местами внизу видно, что использована была какая-то цементная основа, и потом сверху засыпано все песком. Но этот песок со временем, короче, уходит, скажем, приливом, и, соответственно, голый цемент остается. В бассейнах вода прогревается где-то к 12 часам, вы можете залезть, будет довольно-таки тепло. Многие начинают купаться сразу после завтрака. У нас бассейн находится прямо перед нашим номером, поэтому голоса начинаешь слышать аж с 8 часов. Не знаю, возможно, люди без завтрака ныряют туда. Состояние бассейна, прям, скажем так, и не очень. Ну, возможно, в течение дня, потому что это все падает с деревьев. Посмотрим завтра утром, они его почистят или нет. По комнате. Комната достаточно просторная. Не знаю, насколько премьер выглядит больше, потому что сказали, что по размеру больше, но опять же таки те же самые 2 кровати. Единственное то, что там ванная будет побольше. Номера есть как на первом этаже, так и на втором этаже. На первом этаже они изначально я попросил на 1-й этаж, потом все-таки думаю, хорошо, что на 1-м этаже не было. На 2-м этаже у вас есть отдельные вот такие беседки. Вам дается столик, у вас своя веранда, соответственно, вы можете проводить здесь свои не завтраки, но купить что-нибудь поесть или попить, и вечера вы проводите здесь. На 1-х этаже такого нету, там больше получается такая же площадка, но так как на 1-м этаже люди ходят туда-сюда, вечные они мокрые, голые, поэтому это больше так, как проходной двор. Поэтому, в принципе, 2-й этаж было даже лучшим решением. Территория изначально не знал, что будет настолько большая. Есть отдельно бассейны, есть пару ресторанов и большой пляж. Где-то там еще есть спортзал, я уже не стал его снимать. Ну и, конечно же, как и во всех отелях, есть спа-зона. Есть свои плюсы и свои минусы у комнат. Но в первую очередь, как вы видите, здесь нету окон. Здесь даже, можно сказать, нету входной двери. Это вот единственная дверь на площадку, на террасу, это и есть входная дверь. На ней даже установлен глазок. Правда, дверь она такая, туда-сюда ходящая. Она запирается, но она, как говорится, все равно ходит туда-сюда.
Так как здесь нету окон, проблема спать ночью, потому что есть вот такие шторки. Давайте откроем. Есть шторки, но их как-то закрыть нельзя. Поэтому оставать все-таки там прямой доступ снаружи сюда. И если спать с открытыми дверьми, тоже когда с детьми, что-то так, вы понимаете. Поэтому я бы, не знаю, где-то здесь какие-то защелки поставил, чтобы можно было закрыть, не закрывать полностью дверь. Объясню почему. Потому что здесь стоит кондиционер, но он установлен настолько тупо. Я никогда не видел кондиционеры, чтобы они дули прямо тебе в голову. Вот находится кондиционер. Кстати, кондиционер я проверил. Позже я, когда мы будем выселяться, обязательно скажу на ресепшене. Он очень грязный. Я фильтры потом заметил уже на второй день. Уже не стал, потому что все, мы как бы выезжаем. Он дует прямо на голову либо этой кровати, либо той кровати. Днем еще нормально, когда вы не сидите на кровати, а ночью, когда надо спать и это душно, проблема с этим кондиционером. Приходится его выключать. Но когда выключаете, видите, здесь нету ни одного окна. И единственная вот эта дверь, которую тоже вы не можете открыть, оставить открытой. Поэтому приходилось всю ночь то включать, то выключать кондиционер, а мы спали с детьми, соответственно, это немного так напрягает. Все вот такие декоративные штучки из бамбука, они, конечно, выглядят традиционно, красиво, но за ними надо следить, потому что здесь кругом пыли, в каждой вот этой дощечке, между ними, в пролежах, столько пыли. И если посмотреть вот на эту штуку, на подставку от кровати, она идет отдельно, на ней тоже дохерища пыли. Сами кровати, они, опять же таки, не резинка, они сделаны полностью из губки. Здесь нету пружинок, поэтому спать немного в некоторых местах. Ну, здесь, правда, она твердая такая губка. Здесь было, скажем так, более-менее удобно спать. Но губки я, например, не предпочитаю. Другая проблема заключается в бэдбаге. Когда мы были в ресторане, в первый день я поймал бэдбаг. Это такой клещ, постельный клещ, который очень опасен тем, что... Вот почему во всех отелях даются вот такие штуки. Чтобы вы могли поставить свой чемодан, и если в отеле есть вот эти клещи, они не перелезут к вам в сумку. Потому что если вы путешествуете и вы заберете этих клещей домой, вы с ними будете жить. Вы от них уже, скажем так, 90% вы от них не избавитесь. Они будут жить с вами. Вот так они путешествуют с одной квартиры в другую. Поэтому я, когда увидел этого клеща, я решил, что надо сразу вернуться в комнату и проверить наличие их, потому что их можно вычислить. У них есть такие черные точки, короче, на матрасах. Обычно вот здесь на углах, под углами. Ну, на белом матрасе это видно. А так как здесь матрас, он такой цветастый, темно-бордового цвета, поэтому здесь все эти какашки, эти клещей, обнаружить, я думаю, не получится. Ну, по крайней мере, в тот день, когда я искал, я ничего не нашел. Но прямо в ресторане был реальный клещ, на которого, надавив, вытекла кровавая субстанция. И пока жена вместе со мной завтракала, она не была покусана. Спустя, после того, как мы вернулись обратно в номер, у нее на ней было уже где-то 4-5 укусов на ногах. Если была какая-то реконструкция много лет назад, все равно комната выйдет свежо за счет того, что здесь есть вот такие традиционные вставки. Здесь разные двери, они все выполнены из бамбукового такого листа. Выглядит все, конечно, красиво, но вот есть косяки. Кондиционер грязный и дурацкий, который как установлен неправильно. Телевизор, который маленький. Опять же, если вы будете лежать, у нас уже был такой телевизор в предыдущем отеле, когда стоял маленький телевизор, и там
чуть ли не 6 или с хрена ли, наверное, 7 метров до кровати было. Поэтому, когда лежишь на кровати, этот телевизор, он как бы вообще не помогал. Сейчас, если посмотреть, то точно так же. Если вы будете сидеть на кровати, до телевизора уйма расстояние, и когда телевизор маленький, вы на нем ничего не увидите. Телевизор не смарт, тоже, хоть и самсунговский. Здесь нету YouTube, нет Netflix. Вот у них странное решение, вот это тоже прошлый век, но его установили не в ванной, его решили установить прямо в комнате. С розетками тоже здесь проблема. Здесь я изначально не нашел ни одной розетки. Вот оказалась она вон там спрятана, аж под низом. Я не знаю, как лазить гостям, это неудобно, каждый раз подключать. Единственная розетка одна, она почему-то находится вот здесь. И вторая рядом, ну это больше для типата, для чайника. Получается всего две розетки. Мы были в другой гостинице, там больше под апартаменты сделано. Вот там было очень много разных розеток. Нам понравилось, потому что все-таки новый век, и у вас куча девайсов. У нашей семьи, только у нас 4 телефона, плюс там есть зарядить камеру надо, там пауэрбэнки разные, потом их игровые приставки, компьютер. Короче, не хватает постоянно. И получается, что вот у нас две розетки, из-за двух розеток приходилось цапаться. Пардон, сейчас заметил, вон там розетка за диваном, но так как она расположена не рядом со столиком, соответственно, девайсы некуда положить, чисто девайсы будут висеть. Холодильник тоже спрятан внутри. Не люблю вот такие бутылки, но так они борются с пластиком, поэтому, в принципе, хорошее решение, но пить из них, потому что тоже непонятно, когда это было и чем было наполнено, непонятно. По прайсам, те снеки, которые здесь идут, мы брали там пиво и соки, они довольно такие дешевые по сравнению с другими отелями. Вот здесь у нас пиво вышло 80 песо, при том, что в магазине он стоит 50, 50, 52, 53. Получается, чуть-чуть $5 у них навар. Хотя в другой, вот мы оставались в Коста Белла, за это же пиво, вот буквально Коста Белла, это следующий резорт за этой стеной, там просят аж 200, когда вы пьете в номере. То есть здесь вот по напиткам, получается, не такие жадные по мини-бару, но ресторан, который у них здесь, достаточно такой дорогой, там все идет от $15 и выше. Когда вы с семьей, каждый раз вы оставляете где-то полтинник за каждый обед либо ужин. Даются сланцы, так как здесь много бассейнов и доступ к пляжу, поэтому они вам понадобятся. Зонтик тоже понадобится, потому что на Филиппинах всегда идет дождь. Многое время, особенно если вы приезжаете в декабре, здесь буквально через день идет дождь. Прикол с туалетом. Туалет, конечно, из 70-х, наверное. Здесь даются вот такие занавески, которые трогать тоже в западло. Такая старая раковина. Другая проблема была, как это все установлено. Ладно, эти занавески, они еще более-менее, они спасают, по крайней мере, здесь не будет лужи вот так на полу, потому что в других отелях, где мы останавливались, они вроде бы кругом сделаны с душевыми, но эти душевые кругом имеют кучу дырок, и все это в итоге образуется такой океан. Постоянно на полу у нас куча полотенцев. Так, теперь, как интересно это они все установили, если посмотреть на кран, как он текет. К примеру, я решил помыть ноги. В первый день, когда я приехал, я захожу, чтобы помыть ноги. Включаем. И вот каким образом вы будете мыть ноги. Это только если использовать душевой кабель. А так, вот вы ставите ногу, и это все, короче, текет в разные стороны. Ну, сюда ногу, если нога, конечно, поместится. Хотя по старинке есть полочка с дырочкой, которая уже в последнее время почему в отелях не делают, и непонятно, куда положить мыло. Либо мыло оно становится таким мокрой ватой. Вот такая раковина. Тоже когда-то, я когда строился, я хотел такую раковину. Но хорошо, что я выбрал простую раковину. Здесь больше минусов, чем плюсов. Во-первых,
Все это постоянно брызгается, и здесь всегда вода, что здесь, что там. Под низом у вас всегда будет образоваться плесень. Я уже не говорю о том, что будет происходить там, где это ничего не видно. Плюс вот эта штука, она должна быть довольно-таки далеко сделана от стены, иначе здесь вы все забрызгаете. Смотрится красиво, но, блин, этому дизайну, наверное, тоже уже outdated. Наверное, может, 10 лет назад было популярно. И каждый раз, когда ты моешь руки, вот эта розетка, она расположена вот прям там. Так, опасно. И непонятно, как мыть руки. Каждый раз обращаешь внимание, ты набрызгаешь на нее, нет. Мало ли, вдруг еще что-то здесь замкнет. И последний, ну я не знаю, это косяк или нет, но, блин, вот такая дверь. Смотрится она красиво, но вот эта перегородка, через нее слышно абсолютно все. Каждый пук, если кто-то заходит в туалет, кстати, вот унитаз, каждый пук будет слышен. И каждый раз ты напрягаешься, ну, жена, как и все девочки, они обычно включают это, воду и в душевой, и в раковине, главное, чтобы тебя не было слышно. Но здесь все прям слышно очень хорошо. По завтракам. Завтрак, каждый раз, когда мы переселяемся в какой-то резорт, я думаю, блин, что-то завтрак здесь дорогой, потому что мы, когда берем комнату, обычно идут 2 завтрака, и дополнительно ты платишь за детей. С каждым разом все дороже и дороже. В этом резорте у нас получилось, так, сколько? Короче, за один завтрак где-то долларов 18 за одного человека. При том, что завтрак, ну, он достаточно такой нормальный, но мы постоянно почему-то кушали очень поздно, за день до этого вечером, поэтому на завтрак мы приходили очень сытые. Но здесь он достаточно дорогой, имейте в виду. Кстати, самый большой косяк этого резорта для людей с детьми, потому что во всех отелях обычно до 12 лет дети могут оставаться бесплатно с вами, вам не надо за них дополнительно платить, только в том случае, если вы берете дополнительную экстра кровать. Она обычно стоит где-то долларов 40, но она включает в себя завтрак. Здесь они попросили за моего сына, изначально, когда я звонил по телефону, они попросили аж 3000 песо. Это где-то около 60 долларов. При том, что я им говорю, нам не нужна будет дополнительная кровать, мы будем использовать вот те кровати, которые есть. То есть мы не берем экстра. Они говорят, нет, все равно мальчику 12 лет, он считается уже взрослым человеком. Хотя в других отелях до 12, с 13 лет там считают, что нужно будет уже проплачивать. До 12 лет обычно все отели бесплатно. Здесь в этом отеле, в этом резорте до 11 лет детям бесплатно, 2 ребенка. Итак, нам в праздники через Агоду такой номер обошелся 7200 песо, это через Агоду заказывая. Мы решили потом продолжать, заказали еще один день, но так как мы попали на праздники, у нас был Крисмас, потом еще день после Крисмаса, 26 число, с нас за дополнительный, скажем, такой пиковый сезон взяли дополнительно еще 1400 песо. Получается, вторая ночь у нас получилась 8600. Итак, если все подытожить, резорт, он достаточно такой просторный. Если вы хотите приехать сюда чисто покупаться, 3 бассейна, доступ к пляжу, которым вы пользоваться не будете, грязный кондиционер, о котором сейчас мы скажем, но здесь даже проблема не сколько грязный, сколько вы им пользоваться не сможете, потому что он дует, видите, вот прямо на кровати. И так как он грязный, здесь даже проверить третью комнату точно так же нельзя. Мы были в Бухаре, в отеле, который расположен прямо в пустыне. Вот там была такая же ерунда, там не было ни одного окна, потому что все номера, они находятся в юрте. И там проветрить саму комнату, ну, никак не получалось. Здесь, по крайней мере, хоть можно открыть двери, но ночью вы проветрить все равно это ничего не сможете. И будете спать, короче, либо под кондиционером вы простынете, либо вы будете потеть ночью. Телевизор – проблема. Слишком далеко и слишком маленький. Проблема с Wi-Fi тоже. Его то он есть, то его нету. Вот такой вот резорт.
А мы едем дальше. Мы решили попробовать квартиру все-таки, потому что дети что-то замучились купаться. Мы каждый день переезжаем, не каждый день, каждые 2-3 дня переезжаем в разные резорты. И детям купание что-то надоело. Они говорят, мы будем просто сидеть в гостинице. А чтобы сидеть в гостинице, соответственно, нет смысла переплачивать за такие номера, тем более здесь выйти где-то покушать. Здесь покушать, сюда заказать еду, на этом резорте тоже нельзя. Вы должны будете либо выходить, кстати, здесь недалеко, вы можете пройтись до такого маленького городка, можно сказать, маленькой такой точки, где находятся все эти рестораны. Очень много корейских ресторанов. Есть филиппинский ресторан, который нам понравился. Мы были в нем 2 ночи подряд. Там мы ужинали. Там намного дешевле, нежели в самой гостинице. Ну, соответственно, раза, наверное, 2,5, может быть, дешевле, нежели вы будете заказывать еду здесь, в ресторане Allegro. Кстати, большой плюс от того, что у вас есть столик именно на веранде, где вы можете сесть, покушать, потому что на Филиппинах эти мураши, они кругом. Если вы в комнате, где-то здесь на кровати или еще где-нибудь уроните какой-нибудь снэк, вот у нас в шкафу я положил, вот здесь наверху стояла у нас сумка со снеками. При том, что эти снеки, они были все запечатаны. Я не знаю, как мураши нашли, но на следующий день, когда мы открыли, здесь было, куча мурашей, они эти снеки нашли. Поэтому на Филиппинах, если кушать, это, кушать лучше всегда на улице. Хорошо, что там есть терраса, потому что все равно, когда вы кушаете, это все у вас падает, особенно если это дети. Там крошки, мошки, мураши у вас будут через, не знаю, через полчаса точно, наверное, будут. Они как-то находят, как-то учуют эту всю еду. Так как здесь много воды на этом резорте, поэтому комаров комары здесь тоже бывают. Берите с собой вот такие штуки, они тоже продаются в ближайших аптеках. Здесь написано, что 8 часов протекции, но, честно говоря, каждые 2-3 часа все равно нужно будет наносить по новой, чтобы комары вас не кусали. Это первый резорт, где запретили плавать детям вот в таких масках. Главное, им можно плавать в любых других очках. В таких очках плавать можно. А именно в таких масках плавать нельзя. Запрещают.